Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Сегодня я продолжаю рубрику смартфонов, хороших смартфонов за 10-11 тысяч рублей. И в этом видео я вам точно могу сказать, что вы получите тот смартфон, который технически уделывает всех остальных китайцев. Xiaomi, Redmi, Realme, он уделывает их всех. Считайте, в 2 раза. Это Infinix Note 12. Сейчас будет распродажа, он стоит $189. $189 в рублях. 10 200. За эти деньги вы получаете Helio G96. Это более 300 тысяч баллов Antutu. Вы получаете AMOLED-экран. AMOLED-экран. Мне кажется, что в этой ценовой категории AMOLED вообще не существует. Так же, как и Helio G96. 8 гигов оперативки, 128 встроенный. Аккумулятор на 5000 мАч и быстрая зарядка в 33 ватта. То есть, если вы в теме, вы понимаете, что этот Infinix мощнее в 2 раза, чем все остальные китайцы. Если вы не в теме, давайте я вам расскажу, что он себя хорошего представляет, а вы уже сами будете думать, купить вам Realme C35, или там Redmi 10C, или Infinix Note 12, вы принимаете решение. Моя задача просто донести до вас информацию. Ну и самое интересное, знаете что? Здесь стереодинамики. Это вообще какая-то жесть. Ну, в смысле, круто. Стереодинамики в смартфоне за 11 тысяч рублей, плюс джек для наушников. Кайфово. В общем, меня зовут Фил, это Честный Блог. Погнали! Хочу обратить внимание вот на что. Если вы будете искать в интернете, есть 2 смартфона, которые называются Note 12. И один он попроще. Там и процессор Helio G88, и памяти 4 гига. Короче, слабенький смартфон на самом деле. Он называется просто Note 12, а этот называется Note 12 G96. Обратите внимание, потому что он круче. У вас наверняка возникает вопрос. Логичный. Филипп, почему ты нам рассказываешь про Infinix? Ведь мы ничего не знаем про эту компанию. У меня, честно говоря, вам задачи про Infinix рассказывать нет. У меня задача обозревать гаджеты, которые выходят, которые я считаю интересными. И если бы Infinix мне прислали тот смартфон, про который бы мне нечего было рассказать, ну, конечно, я бы ничего бы не рассказал, потому что какой толк говорить что-то про Infinix, если есть Realme или Redmi. Но самое интересное в том, что и Realme, и Redmi за 10-11 тысяч рублей дают гораздо меньше. Вот смотрите, я совсем недавно рассказывал про Realme C35. И я говорил, что это хороший смартфон за 10 тысяч рублей. И так оно и было, потому что там хорошие технические характеристики. Просто здесь они в 2 раза лучше. Смотрите, Realme C35, там IPS-экран, а здесь яркий AMOLED-экран. Как я уже сказал, по-моему, AMOLED в категории 11 тысяч рублей не существует, мне так кажется. Там процессор Unisoc T616 выдает 200 тысяч баллов Antutu. Здесь процессор Helio G96. Это прямо мощное решение уже за 300 тысяч баллов. Там зарядка 18 ватт, а здесь быстрая зарядка в 33 ватта. По-моему, тоже в этой ценовой категории нету таких смартфонов с такой зарядкой. 5000 мАч аккумулятор, сканер отпечатка пальца находится сбоку. Там было 4 гига памяти и 64 встроенный. Здесь 8, 128. Ну, то есть все практически в 2 раза. Ну и камера тут на 50 мегапикселей. Ну, камера у всех китайцев на самом деле достаточно посредственная. И, кстати, еще такой не то что бонус, но так или иначе, да? В том Realme C35 стоит 11 Android. Старый 11 Android. Когда он обновится, никто не знает. Здесь стоит новый 12 Android, а, соответственно, здесь есть в том числе и увеличение памяти. То есть здесь у нас 8 гигов памяти плюс 5 вот этой дополнительной памяти. По сути, 13. Маркетинг, ясное дело. Но так или иначе, я о чем говорю? 12 Android, последняя версия, здесь все хорошо. Realme со своим C35 тоже был хороший вариант, но чем они занимаются, когда они проапгрейдят, не очень понятно. В общем, получается такая штука, что смартфоны стоят примерно одинаково, 10-11 тысяч рублей, но Realme дают гораздо меньше. Если бы мы взяли Redmi Note 10C, например, то там тоже ситуация примерно такая же. 4, 64 и так далее. Поэтому я считаю, что за 11 тысяч рублей это вариант офигенный. Да, имя Infinix мы, конечно же, мало знаем на территории России. На самом деле Infinix, либо Tecno, это 2 бренда китайских, которые сейчас идут как бы дальше. За Realme, Redmi. Те становятся дороже, а эти занимают их место и становятся топами за свои деньги. Ну, Redmi вообще давно уже улетел, да? Сейчас как бы Realme основной конкурент. И, соответственно, если вы со мной не согласны, вот давайте так поступим. 10-11 тысяч рублей. Какой смартфон вы бы порекомендовали купить за эти деньги? Просто прямо сейчас напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что ведь люди, которые будут сейчас смотреть это видео, которые, может быть, не очень в теме и так далее, они такие, окей, какой-то там Infinix, не очень понятно, а что еще можно купить? Напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, что еще можно купить за 11 тысяч рублей. Очень важный момент, да, я сейчас говорю про цены на Алиэкспрессе, потому что на территории России вообще крайне сложно даже за 15 тысяч рублей купить что-то нормальное. То есть тот же самый Realme C35 в России в DNS стоит 17 тысяч рублей. То есть его ни в коем случае нельзя покупать за эти деньги. За эти деньги, как я уже говорил, надо бежать на Авито и приобретать Poco X3 Pro, например. Ну а если вы считаете, что это проплаченное видео, в проплаченном видео никогда не дадут тебе возможность рассказывать про конкурентов. То есть вот, например, телефон от Tecno, Camon 18. Как я уже сказал, Realme C35, Redmi 10C. Вариантов на самом
самом деле достаточно много. Мне ни жарко, ни холодно. Купите вы смартфон, который будет больше тормозить, или купите смартфон, который меньше будет тормозить. Для меня что важно? Чтобы вы посмотрели ролик, приняли его, посмотрели еще какие-то другие обзоры, подумали, прикинули и сделали то решение, которое вам ближе. Хочется купить побольше технических характеристик, покруче, но при этом имя попроще, берем Infinix. Хочется купить попроще технические характеристики, но при этом имя посильнее, берем Realme или Redmi. А дальше выбор за вами. Я понимаю, что купив такой смартфон на процессоре Helio G96, мы получаем телефон, который будет нормально работать в ближайшие несколько лет. Вот без проблем. И я понимаю, что этот смартфон работает круче, чем многие китайцы. Все, для меня это самое важное. Имя? Да. Но когда-то мы и к Realme относились очень спокойно, а когда-то мы и к Redmi и Xiaomi относились тоже очень спокойно. Так что имя — это вопрос лишь только времени, согласитесь. В общем, если вы знаете, какой смартфон можно купить за 11 тысяч рублей, в комментарии. Ладно, много я рассказываю, давайте все-таки про сам смартфон. Значит, первое. Ну, он сделан в таком же квадратном форм-факторе, в котором сейчас выходят все смартфоны. А еще здесь есть Always On Display. Правда, он такой же, как на Redmi, то есть он работает только 10 секунд, нельзя сделать так, чтобы он работал на постоянку. Но в любом случае есть уже хорошо. Как я уже сказал, современный квадратный дизайн. Понятное дело, что пластик спереди, сзади и так далее. Сзади у нас такая интересная текстура. Модуль камеры тоже оформлен в стиле современных дизайнов, очень похоже на Vivo, очень похоже на Poco и так далее. Экран. У него есть плюсы и минусы. Плюсы. Это AMOLED экран. Соответственно, здесь глубокий черный, яркие контрастные цвета, все хорошо. Большой экран, 6,78 дюймов. Большое количество людей, которые покупают за 10 тысяч рублей смартфон, хотят, чтобы экран был большой. Здесь он такой. Не могу сказать, что это не лопата, конечно же, это лопата, но в целом лежит в руке нормально. Разрешение у нас, понятное дело, что Full HD+. Количество точек на дюйм 400. Причем смартфон достаточно тонкий, это 7,8 мм, это тоньше, чем среднестатистические смартфоны, потому что обычно все-таки 8 там с копеечками. И у нас есть в комплекте чехол, который обязательно надо надевать, потому что если вдруг вы уроните свой смартфон, сломаете AMOLED-экран, AMOLED-экран это обычно 1015. Так как этот смартфон все-таки из Китая, то, соответственно, это будет определенный геморрой, поэтому надеваем чехол. В комплекте, помимо чехла и зарядки на 33 Вт, есть еще какой-то вот такой непонятный доллар, но окей. Что, наверное, хорошо, что даже в чехле смартфон все равно достаточно тонкий. И знаете, еще какую я важную вещь скажу. Сканер отпечатка пальцев. Он находится здесь сбоку. В целом-то у него задача очень простая — разблокироваться. Но проблема в том, что когда у нас чехла нету, то вот здесь вот на кромке нету никаких вообще выемок, чтобы вы, грубо говоря, пальцем на него попадали. То есть вы легко можете промахнуться, потому что по ощущениям совершенно непонятно, где здесь сканер. И это, конечно же, минус конструктивный. Надо было сделать так, чтобы кнопочка немножко выпирала или наоборот вглубь, ну не знаю, ну что-то надо было придумать. Но зато, когда вы надеваете чехол, у вас что? Здесь есть отверстие под сканер, поэтому вы всегда на него попадете. Просто не промахнетесь, это хорошо. Поэтому чехол must have. Из минусов, значит, у нас достаточно толстые рамки вокруг, хотя у нас бюджетник. И еще сверху такая старинная уже капелька под фронтальную камеру. Тоже можно было бы сделать что-нибудь посовременнее. За быстродействие у нас отвечает Helio G96. Helio G96 это хороший середняковый процессор. Обычно Helio G96 стоит в смартфонах за 20 тысяч рублей. Вот если вспомнить Redmi Note 11, Honor X8, там стоит Snapdragon 680, это 280 тысяч баллов, они в России стоят 25-27, и там нету 8 гигов памяти и так далее. Понятное дело, там имя Redmi или Honor, и там камера получше, но те стоят 25-27, а этот на Алиэкспрессе стоит 11. Есть разница, да? И здесь стоит процессор мощнее, чем там. Короче, в Antutu смартфон выбирает 344 тысячи баллов. Классно. Единственное, что он нагревается 38 градусов. Не могу сказать, что это прямо большой нагрев, но ощутимый, вы почувствуете. То есть, когда вы будете играть Genshin Impact, когда вы будете играть, а вы, кстати, без проблем можете играть на таком процессоре в Гену, естественно, Call of Duty, PUBG и все остальное, не обязательно выставлять максимальные настройки, но на средних настройках будет идти хорошо. Смартфон будет нагреваться. Не критически, не как игровые, не как флагманы, но ощутимо будет тепло. Еще я хочу обратить внимание, что за прогон Antutu смартфон потерял 4%. Это хороший результат. Не лучший, но хороший. Понятное дело, что когда у нас такой процессор, у нас и с тротлингом тоже все хорошо. Вы сейчас видите скриншот, все в порядке. Ну и за скорость, конечно же, отвечает первое. 12 Android, 8 гигов оперативной памяти, плюс 5, которые берутся из хранилища, и еще на 128 на борту. Еще из интересного, кстати, есть версия на 8256. Карточку памяти использовать можно, 2 симки можно, инфракрасного датчика у нас нет. У нас есть стереодинамики, которые звучат неплохо. Да, большая часть идет снизу, но в любом случае с верхнего динамика тоже идет часть звука. Плюс есть 4,5 мм джек. Но у всей этой бочки меда, конечно же, есть небольшая ложка дегтя. Это отсутствие NFC. Да, то есть как бы тут навернули на самом деле Infinix много всего интересного, а про NFC забыли. Забыли или не вставили, или еще что-то, не хватило денег, бюджета. Не очень понятно.
у большого количества смартфонов, в том числе и у Infinix, недорогих, есть NFC, которые стоят даже меньше 10 тысяч рублей. Здесь Infinix почему-то решили поступить так, ну, окей. Хотя как бы плохо. Но я бы сказал, что вот все остальные технические характеристики все-таки перекрывают отсутствие NFC. Тем более, что на территории России бесконтактные платежи сейчас присутствуют только в виде варианта MirPay и так далее. В целом, я вообще с собой выношу карточку и не парюсь. Ну и вас, конечно же, интересует, а как работает система. Система называется XOS, здесь версия 10.6, как я уже сказал, 12 Android, можно увеличивать память, плюс 5 гигов памяти. В целом, наверное, я могу сказать, что работает система хорошо, потому что у нас процессор мощный, ничего тут глобально не тормозит, но есть как бы одно но. И вот я пользуюсь этим смартфоном, и с одной стороны он совершенно не тормозит, а с другой стороны мне как будто бы немножко не хватает анимации. Возможно, я уже привык к тому, что у нас экраны 90 Гц и 120, поэтому я привык к плавным экранам. Возможно. Но вот мне кажется, что когда вот я пролистываю быстро, как будто бы здесь даже не 60 Гц, а знаете, как будто бы чуть поменьше. Чуть-чуть бы хотелось более длинную анимацию. Мне кажется, что в других смартфонах с 60-герцовым экраном, я даже не знаю, как объяснить, как будто бы чуть более плавнее, не знаю. То есть, еще раз, он не тормозит, он работает быстро. Чуть-чуть не хватает плавности. Я бы сказал так. По функционалу операционной системы здесь все хорошо. Понятное дело, что она немножко отличается от MIUI, от One UI, от EMUI и так далее. Но в целом просто один из вариантов Android. По функциям все есть. Темы, постройки экрана, вопросов особенно никаких нету. Понятное дело, что в каждой системе есть какие-то свои нюансы, с которыми мы уже сталкиваемся, когда начинаем прямо глубоко погружаться в смартфон. В целом работает все хорошо. Единственное, чего бы мне хотелось, это когда я делаю свайп слева направо, чтобы у меня открывалась Google лента, а у меня открываются вот, какие-то местные приложения. Но так как смартфон у нас все-таки из Китая, поэтому понятно, почему у нас Google ленты нету. По всему остальному, связанному с Google, здесь никаких вопросов нету. Google поддерживается изначально, Google сервисы есть, русский язык есть, все есть. Вставляете сюда свою сим-карту, перекидываете все с предыдущего телефона и погнали. Аккумулятор 5000 мАч и 33 Вт. 33 Вт это означает, что смартфон будет заряжаться быстро. А что такое быстро? Ну это когда меньше часа смартфон заряжается. И с учетом того, что у нас аккумулятор здесь на 5000 мАч, то вам точно его будет хватать на день, вполне возможно на 1,5 дня. Правда, хочется сказать, что у нас процессор-то здесь уже не бюджетный, поэтому в целом, если вы будете играть активно в игры, то вы все-таки будете выносить свой смартфон, и может быть даже до вечера он не доживет, если вы будете очень активным игроманом. Но в целом Helio G96 5000 мАч день 100% должен вывозить при обычном использовании. По камере у нас ситуация такая. Основная на 50 мегапикселей от компании Samsung. Сенсор называется GN1. Он используется не в дорогих смартфонах, но он присутствует. Redmi Note 10, Realme 9, Galaxy A23, Motorola, предыдущий Infinix 11S и 12 Note. В целом это нормальный средневековый сенсор. Видео можно снимать максимум 2К, то есть это больше, чем Full HD, 30 кадров в секунду. Интерфейс камеры на самом деле наворочен большим количеством разных функций. Тут есть и умная камера, и красота, и портретики, и режим Super Night там, и так далее. Видео, к сожалению, снимается без какой-либо стабилизации, а если есть она цифровая, то она такая крайне неощутимая. Можно снимать всякие короткие видео и так далее, но я бы сказал так, за 10-11 тысяч рублей вы получаете совершенно нормальный вариант в работе. Тут HDR работает, селфи-камера на 16 мегапикселей, в целом вы сейчас видите фото и видео, подборочку небольшую, нормальные обычные фотографии, здесь никто многого не просит. Главное, чтобы нормально снимал днем и более-менее вечером и ночью. Все. Но любой бюджетный смартфон вечером и ночью снимает так себе, так что Infinix не исключение. В общем, друзья, что я хочу по итогу вам сказать. Еще раз скажу, что у меня есть классная возможность тестировать большое количество гаджетов. Дорогих, недорогих, разных ценовых категорий от разных брендов. Я могу сделать, соответственно, свой выбор в пользу того или другого. И я понимаю, что вот Redmi, например, и Realme за 10 тысяч рублей дают результат меньше. Но при этом имена лучше. Тут у нас Infinix. На территории России пока малоизвестная фирма. Брать или не брать, я считаю так. Технические характеристики хорошие. Хватит на долгое время. То есть с этой точки зрения к смартфону вопросов никаких нету. Есть вопрос по NFC, и мне еще кажется, что тут как будто бы даже не 60 Гц, а чуть поменьше. Но думаю так, за 10-11 тысяч рублей это хороший вариант. Именно хороший. На этом все. Интересно узнать ваше мнение, что можно купить еще классного за 11 тысяч рублей. Внизу в комментариях обязательно пишите. Ну а меня зовут Фил. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики обязательно, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем большое спасибо, не болейте. Счастливый, пока.